Ассаламу алейкум, дустарем, всем большой привет, и у нас сегодня очень плохая новость. Узбека, гражданина Узбекистана, нагло избили в УФМС Томска, поэтому, друзья, сразу попрошу вас, поставьте лайк под этим видео и напишите комментарий какой-нибудь, чтобы как можно больше народу посмотрело это видео и какие-то решения было принято уже. Об этом начали публиковать в СМИ, и будет разбирательство с работниками УФМС. Это произошло в Томске 21 апреля. Гражданин Узбекистана, наш земляк, снимал все это на видео на телефон, и в итоге потом его попросили это удалить, но у него оно сохранилось. И давайте сейчас посмотрим начало, где он приходит помочь своему товарищу, у которого не было документов, и он принес его документы в УФМС. Потом его попросили предъявить его документы, он предъявил свой, соответственно, паспорт, а ему сказали, давай еще и права. И началась такая небольшая разговорная, скажем так, потасовочка, да, то есть он отстаивал свои права, паспорта достаточно, чтобы подтвердить личность с пропиской, с регистрацией, зачем требовать водительские права. Давайте послушаем. Слушаю вас. Да, верно. Смотри, да. У тебя есть документ, удостоверяющий личность, правильно? Ага, да, вот я паспорт представил. Скажи, я паспорт представил. Нет, смотри, у тебя есть паспорт, что еще есть? У меня есть права, но... Что еще удостоверяет личность гражданина? Личность гражданина удостоверяет права. Ну зачем вам мои права? Подождите, я за вами не собираюсь. Мои документы, я паспорт представил, Я верно? предъявил требования предъявить документы. Вопросы какие-то? Нет, смотрите, молодой человек. А зачем там? По какой статье? На каком основании вы требуете? Потом он также сказал, зачем вам мои права, паспорта достаточно. Я с ним полностью на самом деле согласен. Почему такой беспредел творился именно 21 апреля, теперь будет разбирать Следственный комитет. Но действия сотрудника, он был в маске, имен никаких не называлось. Но, конечно, действия, которые совершал данный сотрудник, они точно были противоправны. Достаточно было посмотреть его паспорт, если у него нормальная регистрация, все хорошо, он даже не должен был его задерживать. Дальше его попросили пройти наверх, потому что он хотел ему объяснить, видать, сотрудник, как себя нужно было вести. Давайте посмотрим. Пойдем. Я согласен пока. Пойдем с документами, пойдем. Сейчас я У меня же права. Я говорю, пошли, быстрее. Давай. Гражданин какой страны? Гражданин Республики Узбекистан. Республика Узбекистан. Ну и потом, соответственно, наш земляк с Узбекистана, у него спросили, ты с какой страны? Конечно же, он сказал, я с Узбекистана. Его попросили зайти в отдельный кабинет. Сказали, давай быстро заходи, а потом уже давайте сейчас посмотрим, что происходило. Я просто не понимаю, как такой беспредел может твориться в 2021 году. И Следственный комитет, я надеюсь, разберется в этом инциденте. Да. Ходи сюда быстрее. Согласен? Согласен? Да. Заходи. На камеру любишь снимать? Нет. На каком Давай основании? быстрее сюда. Я же ничего такого не делал, мужики, я же ничего такого не делал. Еще права будешь качать. Я же ничего такого. Вернулись в лицо. Сказал лицо. Разворачивайся. Все сильнее. Мужики, все есть. Еще пусть. Ты что, понимаешь, У меня... Друзья, мне искренне жалко, что такие вот вещи происходят с моими земляками в Российской Федерации. Я сам гражданин России, я живу в России, у меня тоже есть какие-то права, которые я могу отстаивать. И в такую ситуацию может попасть не только узбекистанец, таджикистанец, так и россиянин, потому что наглость некоторых сотрудников просто превосходит какие-то рамки, которые мыслимые и немыслимые. И, конечно, я полностью согласен с тем, что сейчас ведется расследование, и если бы не было вот этого видео, на самом деле это видео было выставлено в группе ВКонтакте сегодня. Точнее, это было вчера выставлено вечером, и сегодня вот утром я вам уже хотел об этом рассказать. Я, честно говоря, наверное, скажу, извинюсь, наверное, за всех за этих сотрудников, потому что действительно люди, ребята, приезжают работать, искренне приезжают работать. Есть среди них, конечно, часть небольшая, которые действительно нарушают, но есть нормальные, адекватные ребята, которые приносят документы, приносят регистрацию. Почему-то какие-то вещи с ними потом происходят просто непонятные. И мне, честно говоря, обидно.
полностью обидно душой за этих людей, потому что я сам был точно так же на их положении, прошел через патенты, через гражданство, и я каждого из вас, ребят, понимаю, какая атмосфера внутри может у вас твориться по отношению к этим, ну просто не людям, по-другому не назовешь, даже если ты устал, как написано в статье, у нас был тяжелый день там или еще что-то такое, да ты не имеешь права так с людьми разговаривать, потом поваливать их на пол и еще говорить какие-то вещи, то есть нецензурной бранью. Ну, это просто, я не знаю, это нечеловеческие какие-то товарищи просто ведут себя неадекватные, поэтому дай бог, чтобы было меньше таких людей. А вот этот инцидент для каждого узбекистанца, таджикистанца, казахстанца нам говорит о том, что, ребят, если есть возможность, возьмите смартфон и снимите отношение к вам сотрудников ФМС. В итоге, если вдруг потом все пойдет по такой накатанной, которая пошла здесь, у вас будет хоть какое-то доказательство, видеофиксация нарушения и отношения к вам. Как ваши права были нарушены. Я считаю, он молодец. Он полностью отснял весь материал, там минута 26. Там, конечно, не видно прям все атмосферы, но видно, что они поднимаются, там заходят на 3-й этаж, а потом его повалили, там камера уже прыгает, но голос видно, слышно, все там очень хорошо. Поэтому именно нашему другу узбекистанцу, брату, желаю, чтобы все у него было хорошо. В дальнейшем не выпускай телефон из рук, пускай он будет у тебя, если вдруг что-то такое происходит. Ну а всем остальным ребятам из Узбекистана, из Таджикистана, будьте осторожны. Действительно, если вот потерял ты или там забыл документы, лишний раз проверь, если ты выходишь из дома, есть ли они у тебя с собой. Потому что сотрудники, видите, как поступают. Порой неадекватно, просто по беспределу все делают, и ничего ты им не докажешь. Только если у тебя будет видео регистрация. Поэтому еще раз прошу, поставьте лайк под этим видео, кто досмотрел до конца. Напишите комментарий, что да, действительно беспредел есть, либо поставьте 8-8. И надеемся, что это видео посмотрит как можно больше народу, и оно внесет в какой-то вклад в отношения сотрудников к мигрантам, к узбекистанцам и к таджикистанцам. Ну а сейчас еще несколько новостей. Майские праздники и нерабочие дни в столичном транспорте усиленно будут следить за тем, носят ли пассажиры маски и перчатки. Наличие средств защиты проверять будут более 1000 контролеров, почти в 1,5 раза больше, чем в обычные выходные. И в метро, например, будут проверять не только на входе, но и на перронах, а также в вагонах.